Сказка для взрослых. Продавец забытых желаний. В городе, где дома были серыми от вечных дождей, а люди — от вечных забот, на самой узкой улочке стояла неприметная лавка. Над дверью не было вывески, только тусклый фонарь, который зажигался лишь в самые темные ночи. Владельца лавки звали господин Эльварион. Он был стар, как сам город, и носил очки в тонкой оправе, за которыми скрывались глаза цвета дождевой воды. Господин Эльварион не торговал ни хлебом, ни вином, ни антиквариатом. Он торговал тем, что люди теряли чаще всего, но никогда не искали. Он торговал забытыми желаниями. Его лавка была заставлена стеклянными флаконами всех форм и размеров. В одних мерцало слабое, золотистое свечение. Это были детские мечты о полетах на Луну. В других клубился густой, багровый туман желания, страсти и мести. Были и совсем крошечные, почти прозрачные флаконы, мимолетной прихоти, забытые через минуту после рождения. Люди приходили к Эльвариону редко. Обычно это случалось в моменты глубочайшего отчаяния или, наоборот, странной, звенящей пустоты в душе. «Мне нужно что-то», — говорили они, озираясь по сторонам. Однажды в лавку вошел мужчина по имени Каэлис. Он был богат, успешен и смертельно скучал. Его жизнь была похожа на идеально отлаженный механизм, в котором не было места ни радости, ни печали. «Я слышал, у вас можно найти то, что я потерял», — сказал Каэлис, брезгливо поправляя дорогой галстук. Эльварион внимательно посмотрел на него поверх очков. «Вы потеряли много, Каэлис. Но что именно вы хотите вернуть?» «Не знаю. Наверное, вкус к жизни. Все стало пресным. Женщины, деньги, власть — все это больше не радует». Господин Эльварион прошел вдоль стеллажей и снял пыльный флакон, обмотанный грубой бечевкой. Внутри него переливалось что-то, похожее на жидкое серебро, в котором вспыхивали и гасли искорки. «Вот», — сказал он, протягивая флакон Каэлису, — «это ваше желание. Вы забыли его 20 лет назад». Каэлис с недоверием взял флакон. «И что это? Желание стать художником или путешественником?» Эльварион качнул головой. «Нет, это ваше желание любить. Не владеть, не использовать, а просто любить, безвозмездно, до боли в груди, до потери рассудка. Вы спрятали его так глубоко, что оно почти задохнулось». Каэлис замер. Он вспомнил девушку из своей юности, чьи глаза были цвета осенней листвы, и то, как он предал ее ради карьеры. Сердце его, привыкшее к размеренному ритму, вдруг пропустило удар. «Сколько это стоит?» — прошептал Каэлис, и голос его дрогнул. Господин Эльварион грустно улыбнулся. «Желания не продаются за деньги, Каэлис. Цена за желание — это ваша нынешняя жизнь, тот покой, который вы так цените, та пустота, которую вы называете успехом. Если вы откроете флакон, вы больше никогда не будете прежним. Вы будете страдать, вы будете радоваться, вы будете жить. Но тот мир, который вы построили, рухнет». Каэлис долго смотрел на серебристую жидкость во флаконе. В ней отражалась вся его жизнь, серая, предсказуемая и бесконечно одинокая. Он медленно протянул руку к пробке. Владелец лавки не знал, открыл ли Каэлис флакон. Сказки для взрослых редко длятся долго и заканчиваются счастливо. Они завершаются выбором. Господин Эльварион просто знал, что дождь за окном будет идти вечно, пока люди не научатся ценить свои желания. И что на территории РС
всегда найдется место для тех, кто готов платить цену за настоящую жизнь.